Чао тути, ragazzi, benvenuti a Roma. С вами канал Погони за стадио, меня по-прежнему зовут Джорджо. Сегодня мы идем на 77-й финал Кубка Италии. Аталанта играет против Ювентуса. Ci siamo, погнали! Римские статуи. Кстати говоря, сколько билетов стоит? А вот уж остается за кадром. Эмоции, одни эмоции. 6 минут. Обстановка в городе Рим довольно спокойная. Да, есть болельщики и Аталанты, и туринского Ювентуса, но никаких прям супер перформансов я в центре города не видел. Много туристов, все гуляют, кушают, пьют, едят и так далее и тому подобное. Пару раз видел, что люди что-то там заряжали, но чисто визуально пока вот в центре города за 4 часа до матча болельщиков Аталанты в городе в футболках я видел больше. Моечная станция метро Оттавиано. Кстати, недалеко находится Ватикан. Видим этих тифози преимущественно Аталанты и Ювентуса, которые собираются и ждут трамвай для того, чтобы доехать до стадии Олимпика. До стадии Олимпика по-другому не доедешь. Только на наземном транспорте метро доезжает максимум до расстояния в 40 минут ходьбы. Я, собственно говоря, собираюсь прогуляться пешком, чтобы посмотреть. Вот так вот. Вот, ювентини приехали. Несколько микроавтобусов. Собираюсь прогуляться для того, чтобы посмотреть вот на это. Можно чуть-чуть вспомнить про статистику. Вообще, между собой команды провели аж 145 матчей, но это в целом. Если мы говорим именно про Кубок Италии, то команды играли друг с другом 17 раз. И там, естественно, перевес на настроение Ювентуса исторически и все такое. Но самое важное, что 19 мая 2021 года в Реджио Эмилио на стадионе Маппеи Аталанта и Ювентус играли тоже в финале Кубка Италии. И там Ювентус выиграл со счетом 2-1. Что ж, посмотрим, будет ли повторение этого результата, или мы увидим все-таки, наконец, еще один второй трофей Аталанты в истории. Я ни в коем случае не оговорился, когда сказал, что у Аталанты есть всего один титул, один трофей. Это Кубок Италии 1962-1963 года розыгрыша. Если мы говорим про Ювентус, то у туринского клуба аж 14 Кубков Италии, и он является лидером в стране по количеству этих трофеев. В втором месте идут Интер и Рома, у них по 9, и дальше вы видите список. Исторически Юве фаворит. Это понятно, у них есть этот опыт и так далее и тому подобное. Но если мы берем конкретно вот этот сезон 2023-2024, то здесь не все так очевидно, потому что в этом сезоне команды дважды встречались и два раза сыграли в ничью. В Бергамо они сыграли 0-0, а в Турине они сыграли 2-2. Так что сегодня нас может ожидать вообще любой результат. Я не удивлюсь ничему, и овертайму, и серии пенальти вообще легко. Ну и, конечно, я должен упомянуть, как болельщик Локомотива с 20-летним стажем, с 2003 года я болею за Локо. Конечно, сегодня я переживаю персонально за Алексея Мирончука, потому что это может быть его первый трофей в итальянском клубе, соответственно, второй трофей в истории итальянского клуба. И, скажем так, и то, и другое максимально важно и для клуба, и для самого игрока. Обратите внимание, что с 30 апреля по 19 мая в Риме проходит теннисный турнир ATP, Masters и WTA, то есть мужской и женские турниры. И, что самое интересное, вот сегодня, вы видите вдалеке сейчас Олимпика, просвечивается. Перед ним находится 3 теннисных стадиона. Я не знаю, я смогу здесь сейчас пройти или нет, возможно нет. Находится 3 теннисных. То есть, с точки зрения безопасности, вот здесь вот вообще никто не переживает. 2 мероприятия одновременно проходят. То есть сегодня тоже играют в теннис. И одновременно с этим практически, то есть позже. Чуть позже, то есть теннис, последний слот начинается в 19 часов,
а футбол начинается в 21:00. Но, естественно, вы видите, что все тифози уже, и я тоже тут. Бесплатный совет. На большие матчи в Италии старайтесь приезжать заранее. Сейчас 1 час 45 минут, и уже много народу. Сзади, там, видите, как пиротехника уже горит. Нормально. Вот, поэтому старайтесь приезжать заранее, потому что есть иногда проблемы с пропуском, допуском и так далее. И есть концертная часть с фейерверками, салютами перед игрой. Может быть, какое-то лазерное шоу будет и так далее. Поэтому, ну, примерно закладывайте за 2 часа, чтобы быть уже где-то недалеко от стадиона. Не советую приезжать впритык. Можете пропустить начало игры, гимн, который будет какой-то эстрадный певец исполнять и так далее. Потом просто расстроитесь, что вживую сами это не увидели, а только в соцсетях или там, по телевидению. Кстати, вот в теннисе я хотел пойти на мероприятие на это, потому что, ну, это топовые такие машины, да, представительные, являются официальными машинами турнира. Хотел пойти на этот турнир, давно об этом думал, но билет на мужской турнир на самый верхний ярус стоит 110 евро. Ну вот, собственно, я и передумал. Очень красивый вид. Древнеримские статуи, стадио Олимпико. Вот такой красивый закат. Поскольку у меня билет как болельщик Аталанты, то мне пришлось обходить практически весь стадион для того, чтобы пройти на свой сектор. Кстати говоря, сколько билет стоил? Билет стоил 141 евро. Сам билет стоит 130 евро. И еще 11 евро – это комиссия сайта vivaticket.it. Ну, для финала Кубка Италии это не перекупы, то есть это не какие-то там барыги, это все официально. Для финала Кубка Италии это здорово, потому что, например, в прошлом году я был на финале Кубка Италии, я покупал за 190, там больше, конечно, сектор чуть получше, но было и подороже. В этот раз 141 евро, я считаю, для финала Кубка Италии, в принципе, это успех. Учитывая, что это еще не заворотная трибуна, а все-таки центральная. Ну, досмотр стандартный, ничего такого, посмотрели мою сумку, что там внутри, селфи-палки, все такое, даже особого внимания не обратили. Как бы никаких супер условий для прохода на стадион не создается. Обычный, с точки зрения организации, обычный матч, как и любой другой на Олимпико. Все, прошли на арену, все хорошо. Сейчас попробуем покушать, подкрепиться, какой-нибудь хот-дог съесть или панино. Посмотрим, что будет в наличии. Кофе евро 1,5. Есть сладости даже. Пицца, панино. Вода 2 евро. Фагита 5 евро с прошутто, крудо и моцарелла. Прошутто кота и формажето с сыром 5 евро. Ну, нормально, нормально. Ничего такого. Так, я подкрепился, все окей. Хот-дог плюс кола стоили 8 евро. Этим нас не удивить. На дерби Реал Мадонина, на Интер Милан тот же самый набор стоил 10 евро. Так что, в принципе, терпимо. Как видите, я уже в толстовке. Это второй совет бесплатный. Помимо того, что нужно приходить заранее, берите с собой в Италии. Очень такая обманчивая весна. Обязательно берите с собой что-нибудь на футбол, если идете вечером, потому что после того, как солнце садится, температура начинает довольно резко снижаться. Я, честно, не очень понимаю эти шарфы. Для меня это странно, но на память, наверное, да, это здорово. Вот такая огненная атмосфера у нас на стадионе за 48 минут до начала матча. А вот уж остается за кадром. Вот так работает оператор. Какой флаг?
Виктор на две команды. И явно тихо Ювентуса. Непорядок. Кстати, какая у нас красота. Нас предупреждают, что шоу скоро начнется. Он не прогонит тут на Валентине. Такой простой заряд. Бергаmasко много. Мне кажется, 50 на 50 сегодня. А вот здесь вот нереальное какое-то количество гитаристов, которые, я так понимаю, будут исполнять одновременно какую-то композицию. В обнимку маленькие тифоза или маленькие футболисты Ювентуса Аталанты пошли. Намекают, что и матч будет таким же огненным, как это представление. Футболки Ювентуса и Аталанты. Немного про мою точку обзора. Как видите, я на ногах, я не сижу, поскольку сектор мой находится где-то там далеко в углу, и я решил, что раз меня отсюда Стюарт не сгоняет, то я буду с прекрасным обзором на поле смотреть этот матч. Так в Италии тоже можно, да? Перерыв в матче Аталанта Ювентус, пока Ювентус ведет 0-1, потому что Нуах уже забил единственный мяч. Чем занимается на футболе в Италии? Пьют, едят, это самое главное развлечение здесь. Как, в принципе, развлечение и в жизни итальянцев, еда везде. Главное, чтобы было можно что-нибудь вкусно покушать, попить и так далее и тому подобное. Много точек. Я успел еще раз подкрепиться. Второй раз хот-догом. Хотел съесть панину, но вот в этой точке панины, к сожалению, не было. Видите, какие везде очереди. Начинаем второй тайм со штрафного таланта. Алексей Мирачук пока на скамейке. Розыгрыш. Будет ли подача? Немного пиротехники на фанатской трибуне Ювентуса.
Очень красочно, много флагов, супер смотрится. Интересно, что вот эти вот секторы, к сожалению, не заполнены. Хотя билеты продавались примерно по 130-150 евро плюс-минус. Но вот не биток, не sold out, к сожалению. Очень близко, очень близко. Они будут гнать весь второй тайм. Ворота Ювентуса за трибуной Аталанту. И каждый момент опасный будет именно вот так восприниматься. В Италии есть такая особенность, видите, идет отсчет, 11-я минута пошла. Это 11-я минута второго тайма. То есть не с 45:00, а с 00:00 на вот таких табло. Диджитал, которая рядом с полем находится. При этом на центральном табло все нормально, идет 56-я минута. Можно чуть-чуть запутаться в футболе на Италии там, где нет как раз таки большого табло. И чуть-чуть иногда это сбивает с толку, для того, чтобы определить, какая сейчас минута идет, допустим, когда 86-я там и так далее. Красный выкипают! Там уже оттаскивают своего же. Ну а как? Это же финал Кубка Италии. Как должно быть? Вы посмотрите, какой доктор элегантный, в костюме, в перчатках. Еще две замены у Аталанты. 59-я минута, Алексей Миранчук на поле. Кстати, перед матчем Аталанта и Paramount Plus договорились о сотрудничестве. И футболка Аталанты сейчас в этом матче выглядит вот так. И точно так же они будут выглядеть в матче финала Лиги Европы против Байера. И, конечно, было много шуток на эту тему, потому что, ну, футболки черно-синие с Paramount Plus мы видели в этом сезоне у миланского Интера. Ну и как же хороши тифозы Аталанты. Тифозы Юве тоже сегодня хороши. Еще раз повторюсь, оформление отличное. Очень много шарфов, очень много флагов. 0-2. 73-я минута. Снова Влахович. Так, гол-то отменили. Отменили гол 0-1. И все еще интересно, люди на трибунах начинают откровенно ругаться. Эмоции, одни эмоции, футбола не так много, эмоций просто выше крыши. Так, Берганавский продолжает автора, пока победа мяча Душина Влаховича. 6 минут добавили. 6 минут есть у Аталанты, чтобы забить и перевести игру в овертайм, а может быть и 2 забить. Или Ювентус забить второй и закончить этот матч уж точно своей победой. Еще раз, 15-й кубок у Юве или второй кубок у Аталанты. Еще одна заварушка на поле. Гальти просто воду пьет. Недаром фамилия Кошки. Спокоен. И ушел куда-то вообще. Команда проигрывает. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. Вот и все. Это 15-й Кубок Италии в истории туринского Ювентуса. Это был, мне кажется, самый типичный кубковый матч, который я видел. Знаете, я словил флешбэк, потому что год назад, когда я был на финале Кубка, Фиорентина тоже проиграла, Фавориту проиграла.
Интеру, и после этого проиграла еще и финал Лиги конференций. И вот в Аталанта можно повторить точно такой же путь. Она тоже проиграла Кубок Италии, финал Кубка Италии. И также можно проиграть Байеру в финале Лиги Европы. Un applauso per la squadra finalista della Coppa Italia Frecciarossa, l'Atalanta. Аплодисменты Аталанте от всего стадиона. И победители Туринский Ювентус. 15-й Кубок Италии в истории. La Coppa Italia Frecciarossa. La Juventus! Ювентуса. С таким красивым салютом я завершаю этот выпуск. Я надеюсь, что передал вам атмосферу финала Кубка Италии. Еще раз скажу, что финал Кубка Италии — это тот матч, который обязательно нужно посетить, вне зависимости от того, что за команда болеет, с кем команда играет и за кого вы болеете. И еще салют. Ну прям специально, да? Красота. Никогда не забывайте, что выходные, пусть сегодня и среда, это не время для того, чтобы сидеть дома. С вами был канал «Погони за стадио». Меня зовут Джорджо. Чао! Ci vediamo dopo! Ciao!